Одно из удивительных и отдаленных мест на нашей планете. Место тотального одиночества, где над твоей головой только лишь проплывает Международная космическая станция. Через эту зону не лежат пути грузовых судов и лайнеров, над ней не пролегает воздушная трасса самолетов, да и воды здесь практически безжизненные. Самые ближайшие люди к этой точке находятся на расстоянии 400 километров, да и то не на Земле, а в космосе, на МКС. В переводе с латыни «немо» означает «никто» или «ничто». И сейчас мы познакомимся с этим местом поближе. Точка Немо получила свое название в честь героя романов Жюль Верна «Капитана Немо», который решил отдалиться от человечества. Правда, точкой это место назвать сложно, ведь ее площадь ни много ни мало 37 миллионов километров квадратных, а глубина около 3 километров. Координаты этой точки 48 градусов 52 минуты южной широты и 123 градуса 23 минуты западной долготы. Это на тот случай, если кто-то захочет посетить это место, как это сделал путешественник-экстремал Федор Конюхов. Но об этом позже. Это место находится на расстоянии в 2688 километров от ближайшей суши. А ближайшее населенное место от точки Немо – это остров Пасхи. Здесь практически ничто не живет, а в приповерхностных водах на 30% меньше микроорганизмов, чем в других местах океана. Флора и фауна здесь достаточно скудны и представлены в основном губками и микроорганизмами. Первый фактор, влияющий на это – отдаленность от суши, близость которой напрямую влияет на количество питательных веществ в водах. Здесь не живут млекопитающие и рыбы, так как им попросту нечего есть. Однако совсем недавно вблизи точки Немо на глубине 2 километров был обнаружен неизвестный ранее вид – волосатый краб, длиной 15 сантиметров, который был назван йети, что натолкнуло ученых на мысли, что, возможно, в этих местах все-таки могут обитать более крупные и неизученные ранее организмы. Следующий фактор влияния заключается в том, что здесь достаточно быстрое течение, которое несет свои воды к берегам Антарктиды, что также затрудняет поступление питательных веществ. Получается замкнутый круг. Жизнь здесь невозможна из-за отсутствия питания, а питание само не возникает из-за отсутствия жизни. И вишенкой на торте является тот факт, что над этой точкой находится достаточно большая озоновая дыра, которая пропускает поток ультрафиолетового излучения. Точка Немо, кроме всего прочего, теперь является кладбищем космических кораблей. Все созданное руками человека имеет свой срок эксплуатации, в том числе и космические корабли. Проблема утилизации космического крупногабаритного мусора, находящегося на орбите Земли, стоит достаточно остро. Поэтому, в избежание случайного падения в какой-либо район Земли, закончивших свою службу кораблей, и дабы не нанести ущерб окружающей среде, было решено принудительно ронять их на Землю, и местом захоронения сознательно была выбрана точка Немо. В этом месте космические трупы несут меньше всего ущерба и оказывают минимальное влияние на окружающую среду. Здесь нашли свой покой и последнее пристанище советские орбитальные станции «Мир» и «Салют», множество спутников и грузовых судов, которые обслуживали МКС. Здесь же в свое время будет захоронена и сама МКС. Желающих посетить самую удаленную точку планеты не так уж и много. Путь туда долгий и сложный, да и делать там попросту нечего. Но знаменитый путешественник Федор Конюхов, проплыв весь Тихий океан на своей весельной лодке, посетил точку Немо. Сделать было это весьма трудно и небезопасно. В путешествии Федор провел более 150 дней, 100 из которых были штормовые. Из интервью самого Конюхова известно, что его лодку накрывали огромные волны. Во время сильных штормов он был пристегнут в герметичном отсеке своей лодки, гадая, выживет он или нет. За время путешествия его лодку переворачивало 4 раза. Благо, все 4 раза Конюхов смог вернуть ее в исходное положение и благополучно продолжать свой заплыв. Понять, что он достиг нужного места, ему помог навигатор. Когда он был в точке Немо, его накрыло сильное чувство одиночества. Ведь он понимал, что ближайшие к нему люди – это астронавты, которые пролетали в 400 километрах над Землей. Особенностей в этой части океана он не заметил, кроме часто проплывавшего пластикового мусора, который прекрасно может заплывать так далеко.
Точка Немо входит в список земных полюсов недоступности как океанический полюс недоступности. Отдаленная, труднодоступная, удивительная. Ее изучение началось совсем недавно, однако уже в 1926 году о ней упоминал американский писатель-фантаст Говард Лавкрафт в своем рассказе «Зов Ктулху». Его город-остров Рельех находился практически на тех же координатах, что и точка Немо, и именно там жило его чудовище Ктулху. Лавкрафту попросту для его рассказа нужно было самое отдаленное место на планете, которое он высчитал самостоятельно без помощи компьютера. Другой писатель Жюль Верн описывал события своих рассказов в этом же районе. Именно здесь любил обитать нелюдимый капитан Немо. В 1992 году хорватский инженер и исследователь Харвье Лукателло решил определить самую отдаленную точку планеты. Она оказалась совсем близко от логова Ктулху. Однако инженер был поклонником Жюль Верна, поэтому самую отдаленную точку в итоге назвали точка Немо, что весьма символично. Как и герой книги, это место далекое и отчужденное. Место тотального одиночества, где над твоей головой только лишь проплывает Международная космическая станция. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!